Так, сегодня второй соревновательный день. Мы будем ловить на подменной лодке Казанка 5М, двигатель 9,9. Берем с собой специальные снасти, мыши. Никаких, ну, паноптикс может быть навесен. Да, шутка, но нормальные вы лодки ловите. Все, готово? Да, я думаю, могут такое в ЧБХе вставить перед началом. И вновь приветствую вас уже на третьем эпизоде Hotspot Pike. Сегодня команды переезжают на новый водоем, и многие столкнутся с трудностями. Кто-то не может определиться с конечным выбором акватории, кому-то предстоит преодолеть тысячи километров пути, а кто-то столкнется с суровой стихией. Партнеры турнира – Рыбомания, один из лучших рыболовных магазинов спиннинговой направленности, Fishing Studio, YouTube-канал с уникальным еженедельным контентом, Рыбанутые РФ, рыболовное тюнинг-ателье от установки оборудования до полной кастомизации вашей лодки. Антон Фишерман, крупные рыбы и бигбейты, философия его рыболовной жизни. Завтрашний день, который у нас предназначен на переезд, мы решили провести его с большей пользой. И сразу же сегодня прыгнуть по машинам, сделать марш-бросок до водоема, чтобы завтра выйти и такую провести экспресс-тренировочку. Честно говоря, я на этой воде ни разу не был никогда, очень про нее наслышан, но Стас на этой воде был неоднократно, у Стаса есть какие-то наработки, поэтому постараемся завтра хоть что-нибудь проверить. Надеюсь, что нам удастся быстро найти локации со щуками. Щуки будут бодры, активны, будут нас ждать. Но посмотрим. Загадывать ничего не будем. Как будет, так будет. Да мы пытаемся отсюда выехать. Просто снега намело. Смотрите, все вот так вот размазюкало. Вот это в горку меня беспокоит. И получается не очень легко выехать. Чуть в горку, то прицеп идти не хочет. Да. У нас впереди такой смешной переезд по этой погоде. Ну, просто жесть. Я думаю, еще приключений будет впереди много. Во-первых, доброе утро. День переезда у нас, скажем так, неизменен без того, чтобы сполоснуть немного прицеп хотя бы, потому что вчера выезжали, когда с первого дня дождь, весь день грязь, подзакидали глиной, грязью прицеп, и надо всполоснуть. Плюс на тент залетело. Грязь сейчас моем основную и поедем дальше. Ну что, Сызрань, первый день мы отыграли. Теперь мы двигаемся куда? В Республику Татарстан, Куберское водохранилище, город Зеленодольск. Зеленодольск-Казань. Да, и это будет еще более интересное приключение. Че, ребят, мы переезжаем. Сколько мы в пути уже, Вань? В пути мы много, потому что в пути мы еще немножко и вздремнули. 11 часов мы в пути, осталось нам 40 километров и полчаса езды. Переезжаем мы из Саратова. Куда? В район города Чистополь, на базу KZN Fishing. Тренировки в Саратове были. Что мы натренировали, что мы поймали, вы видели. А сейчас мы едем на KZN Fishing к коллегу Маркухину, потому что именно в этом месте у меня были последние самые классные рыбалки по щуке, действительно классные, вдумчивые. Она должна стоять на правильных местах, как на приколе, как привязанная, а вот с клевом непонятно ничего. В общем, едем. Сейчас будем разбираться на месте, что там происходит. На самом деле водоем очень рыбный. Наш сектор будет от Чистополя до Камского устья. Вот этот кусок, локаций очень много. Такой же аномально низкий уровень воды, которого не видели люди вообще никогда. Такой же нас ожидает и здесь. Сейчас пробежимся просто галопом по 15 локациям, если успеем. Отсмотрим их хотя бы. Нам же можно ловить паноптикс теперь. Да, это сильно развязывает нам руки. И мы сможем ловить уже более точечную рыбу. Сейчас минус полградуса. Лед на дороге. Привстал. Веселая дорога. Слушай, красивый прудик, кстати. Давай, в общем-то, здесь тогда и отловим. А что ты думаешь, ее тут нет? Едем, надеемся, что наши соперники хорошо натренированы и знают, что делать. Потому что хочется классной, честной борьбы, и поэтому вот-вот. Вчера ловили на Чебоксарке, и не то чтобы резко похолодало, но было холодно, валил снег, был минус, все закидало снегом, ледяная корка на асфальте.
Не беспроблемно вытащили лодку, в принципе, неплохо съехали с дамбы, но понимаем, что на дамбу обратно на паром мы не заедем. Вот. А ехать в объезд через Нижний Новгород — это очень опасная и дальняя дорога. Она такая же вся ледяная. Позвонили Игорю Занкину в Нижний Новгород. Он говорит, у нас задница, как бы и пробки, и дороги не почищены, везде лед. Вот. И у нас еще была какая, Лёх, дилемма? То ли горе-море, то ли как бы в сторону Казани двигаться. И мы такие вечером, да-да-да, горе-море. Потом через час прогноз посмотрели, нет, лучше в сторону Казани. Со всеми как бы на связи, где какой слип там, где во льду, где в снегу. Основная была проблема, что мы на паром не заедем. Но сегодня утром съездили, посмотрели на дороги, выбрали самую лучшую дорогу, по которой, в принципе, никаких проблем не должно быть при заезде на этот паром. Страшноватенько. Я вчера ехал, это сколько, даже как сейчас приблизительно. 20 километров. Да, было, то есть если я сейчас на тормоз нажму, у меня просто машина останавливаться не будет. А резиночку, естественно, никто не поменял перед отъездом. То есть, в принципе, если аккуратно, ехать можно, но прицеп — это штука такая, которая постоянно мотыляет, у него чуть небольшой уклон, и он просто сам по себе начинает куда-то ехать. Как бы нам еще на паром успеть. Потому что сейчас случится такое, кто-то впереди нас будет стоять, и я вот так вот с катерком туда и не залезу. А следующие во сколько, часа в 3-4, это очень сильно поменяет планы. Но ладно, делать нечего. На то они и приключения. Кому-то будет из зрителей очень интересно смотреть Hotspot. Ладно, прорвемся, где наша не пропадала. Приветствуем зрителей на 3-м эпизоде Hotspot Pike. Да, мы снова в пути. Путь наш начался достаточно давно, когда мы стартовали из Петербурга в Сибирь на нашу первую зону ловли на реку Обь. Прошли больше 3500 километров, устали, не выспались, отыграли первый, второй эпизод. Вот сейчас едем на новый водоем. Обратно ехать нам до Чебоксарского водохранилища впритык, больше 2000 километров, поэтому мы сделали запасной вариант. И приехали друзья Антона, и забрали с реки Обь наш катер, на котором мы выступали в первом эпизоде и во втором. А мы улетели на самолете. И, прилетев в Москву, там забрали второй катер, мой, который тоже нам наши верные друзья помогли пригнать. Мы его забрали, стартанули из Шереметьево. Вот сейчас на трассе М12, отличная дорога, крейсерская скорость 110 км в час. Держим путь в сторону Чебоксарского водохранилища, на котором мы будем играть, и, возможно, не одни. В 3-м и 4-м эпизоде. Заселимся, выспимся. Времени на тренировки нету, к сожалению. Будем играть по наработанным ранее локациям, проверять их, так сказать, практически с чистого листа. Надеемся, у нас все получится. Сегодня у нас день переезда. Выйдем на воду, посмотрим, проверим рыбку. Давно на этом водоеме не был, больше месяца, глобально все поменялось. Но, в принципе, есть понимание, где рыбку посмотреть, поискать, посмотрим, как среагирует на погодные изменения, потому что вчера был градус 1,5, дождь, чуть севернее был снег, гололед. Погода явно дала прикурить многим участникам, и просто небезопасно было ехать куда-то далеко по трассе с лодкой, с тяжелой. Тем более на летней резине, если вдруг, потому что там небольшой минус, снег, боюсь, можно прям горе хапнуть. Вон с КамАЗ в поворот, видно, слишком или быстро заходили. Реально дорога очень скользкая, очень опасно, очень. Видно, что гололед, поэтому будем ехать очень осторожно. Ну что, мы таки добрались до нового водоема. Сейчас спустим лодку на воду, быстренько пробежимся по акватории, потому как мы абсолютно без тренировок. Да, я, в принципе, на этой воде субстанция, не был. которая ногами. Это ж вода, только вода, твердая. Да. Я на этой воде не был, Стас когда-то был, поэтому нам надо, хотя бы немножко так покататься, освоиться, что-нибудь попробовать поискать, чтобы завтра... А у тебя щетки нет, Антох? Есть. Так давай. Все, сейчас все как обычно, спускаем лодку, снежок с нее сметаем и... Да, как обычно. И на воду. Подумаешь, выпал за ночь 15 сантиметров снега. Да, нормально. Щучку самое время ловить. Берем с собой запас разных слагов, потому как в такое время года по пассивной рыбе
иногда слаги прям выстреливают. Сейчас спустим лодку. У нас буквально 4 часа остается на то, чтобы что-то найти к завтрашнему дню, провести экспресс-разведку. Слушай, я на всякий пока страховочку зацеплю все-таки. Ну, что-то потом да. отцеплю лучше. Экстрим не заканчивается, снежку нападало. Как бы вроде резина АТшная стоит, но вот сейчас я даже выехать не могу. Окей, сейчас подсыпать песочка под колеса, мы выйдем. Но задача не выехать, задача съехать. Руль вправо до конца и попробовать вот так вот на месте. Вправо и повернуть. на месте? Да. Отключи блокировку. Давай еще пробуй. Мама! Снимай! Огонь, огонь. Ну, ребят, все для вас. Еще. Ага, выравнивай. Хорош. Ну вот мы наконец-то доехали потихонечку до парома. Спустились. Но спустились мы, честно говоря, прям радостно. Потому что здесь до этого была машина и посыпало все песочком. Во сколько приедет паром? Ну, где-то в 12. Не, сказали точно 12:30. Да. А вторая информация была в час. Ну, нет, это я там предварительно разговаривал. Ну, я даже, честно сказать, не запомнил, во сколько точно. Где-то разговор был примерно 12 в час, да. О, все идет. А вы давно приехали-то? Ну, мы вообще на самом деле вторые здесь. А вот за этими, за машинами были. Сейчас по бокам всех распихаю. Ага. И вас вот туда, вот немножко, вот так, наискосок. Я вам здесь место оставлю. Давайте. Спасибо вам огромное. Да. Хорошо, здесь немножко песка дали. Здесь заехать нереально было. Андрюха, отлично. С той стороны прохожу, Лех. Сейчас, Андрюх, подожди. Да, проходишь. Я ничего не слышу, Антон, поможешь? Отлично идешь. Бинго! Андрюха, красава. Фу, первая часть экзамена позади. А, сейчас по прямой выезжать, что там? Да, там что-то вообще. Но там только сильно, ну, как бы приличным газом идти. А, там машина еще спереди стоит. А как лучше нам с прицепом-то выезжать? Куда? Вот туда идет дорога-то. Ага, прям сразу так Да, по прямой и поехали, сразу налево, да? Да. Моем машину нашу. У кого-то лодка это лодка, а у нас лодка это машина. Ни в одном турнире нет столько трудностей, сложностей при перемещении лодки между этапами. Но это добавляет своего интереса и добавляет, самое главное, для спортсменов вот этой вот мозговой работы, чтобы принять правильное решение, чтобы правильно выстроить тайминг. Вот мы, например, отказались от сна практически полностью ради хорошего результата. Судя по обочинам, здесь снег и, походу, вчерашняя погода сызранская переместилась в Казань. Так что во втором дне, походу, тоже будет жестко. А как иначе? Первый день был без паноптикса. Не могу сказать, что эта идея нас радовала, хотя изначально мы были не против нее. Но на практике все оказалось сложнее, потому что мы привыкли к ловле кадрисной и много лет уже ловим именно с паноптиксом. Здесь, конечно, возникли некоторые проблемы, но мы всячески их преодолевали, вот, и сожалели только о том, что мало потренировались, точнее практически не тренировались совсем в такой ловле. Это называется ловля по старинке. То есть структурник, точка, кинул, взял. Учитывая уровень спортсменов, конечно, было тяжеловато. Хотя изначально, когда эта идея была озвучена, мы ее поддержали и говорим, что, блин, да, круто, потому что все говорят, вот вы поймаете без паноптикса, это сложнее сделать вот так вот без подготовки, с отсутствием технологий, к которой ты так привык. Но что не получится совсем, это нельзя так сказать. Просто у нас специфика водоемов такая, это Ленобласть, и здесь, в отличие от Волги, ловля такой по корягам,
как таковой нету. Ну, то есть у нас ловля — это щуки, лежащие отдельно, где-то или забили угоняющиеся, или просто валяешься на поливах, и они, как правило, лежат очень недолго, и пока ты на нее выставляешься по структурнику, она уже может просто уплыть. Не последнюю роль, конечно, сыграла еще наша в целом усталость, потому что мы только-только вернулись с Пала, где держали просто фееричную победу, и весь в целом сезон у нас был под эгидой просто все или ничего, и мы с максимальной самоотдачей пахали, тренировались. Но я считаю, что мы, в принципе, нормально поймали. Я не могу сказать, что неплохо, но поймали нормально. Что называется, ушли от нуля, и хорошо. Это рыбалка здесь. Кто лучше готов, это спортивная рыбалка. Кто лучше готов, тот и покажет результат. Ну, конечно, после созвона, когда мы узнали результаты других команд, и что некоторые команды умудрились куда-то аж за Урал уехать, играть в хотспот, это сильно. То есть здесь играет формула, чем больше ты отдаешь рыбалке, тем больше ты оттуда получаешь. Они приложили максимальные усилия, там, можно вытянуть ситуацию. Хотя, конечно, такие веса отыгрываются, такие длинные отыгрываются с трудом. Есть вариант все исправить. Как сказал когда-то иноземцев на соревнованиях, если у вас еще есть хотя бы полчаса, то это время может быть достаточно для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Он был прав. Наш план «Б» выступать на кабиннике подтверждается. Это катер Антона, 655 «Сильвер». Завтра будем играть на нем. У нас тут с запасом 2 подсака новых, груда спиннингов, заранее положенных сюда. Сейчас будем подготавливать к завтрашней битве. Так, 4 катушек хватит или 2 запасные еще оставить в катере? Есть большая проблема. Нету муфты рам. Да, я спрашивал тебя про это. Я тебя про это спрашивал. Где она? В сервисе? Прибор был снят вместе с муфтой. А вот рам. Он здесь. Сейчас бы мог быть эпик фейл. Без вот этой маленькой штучки прибор там было бы не закрепить. Или завтра бы его пришлось тут на палубу ложить. Последнее приготовление. Лодочка уже готова к спуску на воду. Намыто. Да, намыто, Начищено. начищено, заправлено. Время в районе 2 часов ночи. И я по старой доброй традиции в Казани не сделаю ни одного заброса. Ну и я надеюсь, что мыши тут сработают стопудово. С обушными хвостиками. Лягушачьими. Да. Все, погнали. Время Погнали. уже не терпит. Мы у себя дома, мы играем на тех водоемах, на которых ловим постоянно, поэтому переезд на новый водоем у нас будет связан с дорогой буквально 1,5-2 часа на машине, и мы уже на новом водоеме. Будет время отдохнуть. Может быть, вам могло показаться, что у меня какая-то грусть в голосе. Нет, просто на самом деле сильно устали после рыбалки. Но вы болеете, вы знаете, что мы безбашенные, приложим все усилия для того, чтобы победить. Это был Hotspot Pike. Оставайтесь с нами. Ну что, братцы, мы добрались до Казани. Дорога была и нелегкая, и несложная. Она какая-то была переменчивая. Где-то было прям вот так вот, все, у нас не получится, все, вот как вот это сделать. Но все равно мы добрались, но зато плюсом то, что как же нас здесь шикарно встретили, да? Да, в яхт-клубе было очень приятно. Вот та, да, которая вот, дальняя, да? Вот это первая, тут ага. вторая. И там как раз место обито кранцами, вам будет удобно и комфортно. Спасибо, да, еще увидимся. Да. Спасибо. У нас стартовый просто разрядился, сейчас мы договорились, что нам катер сполоснут, потому что мы уделались вот так вот с головой. У нас катер блестит, мы поставили все на зарядку. Его сразу помыли, Толик договорился, что помоют, потому что после дороги он был весь очень грязный. Да. Сейчас загрузить карту, загрузить точки и подумать, посидеть, какой маршрут. Вот такой план. Друзья, привет! Вот и старт 3-го эпизода Hotspot Pike. Мы находимся на реке Волга, чуть ниже Волгограда. Будем ловить сегодня в родных пенатах, так сказать. Дособираю последние приготовления приманок. Еще один 7,8 фэт зарядил. Надеюсь, сегодня его сегодня изорвет, изгрызет, и надо будет на новую перенасадить, на эту головочку. Именно на эту же, не обрыв, а новенькую приманочку. Будем ловить сегодня в родных пенатах, так сказать. Сегодня прогноз пообещал классную солнечную погоду с небольшими тучками, в отличие от первого дня. Но, как говорит РП5, супер свежий ветер.
Сегодня у нас фон 10-11, порывы 18-19. Нормально. Прорвемся. Надеюсь, рыбка нам не откажется во своем внимании, и мы наловим классных зубастых. Ну что, утро доброе, если его можно так назвать. Доброе утро. Погодка прям февральская. У нас был выбор поехать в солнечную Астрахань, Волгоград. В Сочи. В Сочи, да. Ну да, ожидалось, что погода будет лучше. У нас такой довольно-таки... Здесь не сильно чувствуется, но ветер есть. Снег идет вот так. И он, походу, сегодня весь день будет идти, судя по прогнозу. Да. Ладно, что жаловаться, сейчас пойдем позавтракаем. Снеговиков налепим, да поедем. утеплимся и пойдем. Да. Всем привет! Привет зрителям! Наступает третий эпизод Hotspot Pike. Второй сезон. Примерно. Мы находимся на Чебоксарском водохранилище. Погода сегодня, конечно, очень мерзкая. Тактика такая. Сейчас пойдем по нашим наработанным точкам. До ближайшей минут 15, там, наверное. Ну, где-то так. Надеюсь, что подскроемся в разных протоках, и погодка там будет получше. Тут хотя бы 0, но ветер, какая-то волна, снег. Но на слипе машина ехала. На слипе машина просто скользила вниз. Катер спускал машину. Да, катер спускал машину, потому что, ну, зацепа нет вообще, слип такой достаточно крутой. Вот. В принципе, я ничего не делал, просто скользнул в воду. Вот, потому что снег, гололед. Ну, как будем выезжать, вообще непонятно. Ну, это уже будет после 4-го эпизода. Так что сейчас думаем о рыбе. Да, мы готовимся к слипованию. Сейчас нужно будет разобрать катер, снять тент. Ох, погодка осенняя, щучья, немножко дождливая. Легкий такой спортивный мандраж есть. Я в этом всегда, конечно, вспоминаю спортсменов. И вот этот вот турнир, он как раз тоже мне этого дает. Такие старые забытые ощущения. Когда такой вот надо на воду, и тебя так немножечко так подтрясывает о том, что как там будет. Скажи мне, да. Не, ну все еще идет зарядка, и все еще слабый заряд аккумулятора. Не знаю, посмотрим. Вот сюда вроде говорили куда-то. Всем привет, меня зовут Василий Сазанов. Привет всем, Александр Котов. Это команда Max Fishing. Сегодня у нас второй соревновательный день. Мы находимся на Кубрском водохранилище. Сейчас в районе города Зеленодольск. И поедем потихонечку в сторону Казани. Есть план, мы будем его придерживаться. Сейчас растентуем лодочку и вам все расскажем. Хотелось бы затронуть момент транспортировки катушек. Такие вот удобненькие жесткие боксы, кейсы под разное количество катушек. То есть тут можно поделить. В данный момент это большой бокс на 4 катушки. Долго рассказывать не буду, но штучка очень полезная. Сбережет все ваши катушечки. В первой части мы хотели ловить и на равномерку, и на мыши. К сожалению, мышиная история не сработала. Зато сейчас, находясь на Казанской воде, очень надеемся, что мыши покажут кайфовый результат. Я думаю, даже мы уверены. Делаем ставку на лягушачий хвост. Напомню, это Abu Garcia Twin Tail. И, конечно же, маленькая, моя любимая, с 170-м хвостиком. Ловить будем абсолютно теми же комплектами. Это Abu Garcia, коллаборация со Schwarzonker Downsizер с тестами до 120 грамм. Абсолютно два одинаковых комплекта с катушками Revo Beast 401. В общем, сегодня картинка будет одинаковая. Я буду сидеть у телевизора на пульте. Мы попробуем максимально внедрить современные технологии. И поглядим, что из этого выйдет. Panoptix никогда не дает гарантии поимки рыбы. То есть мы ее можем видеть, как она следует за приманкой. Но этот прибор никогда не дает гарантии в 100% поимке рыбы. Катавасия готова дать бой. Всякие там Петерцовы, Мычковы, Аристовы. Мужики, мы будем рубиться до последнего. Погнали! Друзья, всем привет! Всем привет! С вами команда Фрап. И что? Мы рады приветствовать вас на эпизоде Hotspot Pike номер 3. Ой-ой-ой, стой! Вот, мы перебрались на водохранилище, на котором, по нашему разумению, должно быть много большой щуки. Вчера прошли неплохие тренировки, поэтому сейчас мы пойдем и попробуем что-нибудь поймать. Вот, по времени у нас 8 часов, как и у всех, поэтому будем пытаться поймать 5 по метру и 2 по 6 метров. О, поехали. Погнали.
Тренировки точно прошли? Гранд-сол до 80 – это наша любимая палка. Спаши, это открытие этого сезона. Пожалуй, все. Ну и, наверное, Hellhound до 140. О, точно. Дайрон. Hellhound. Хайрон. Hellhound Darkblood сегодня не пойдет в бой. Вчера он нам удачи не очень принес. Вокс мягковат. Рыбу нам нужно ловить большую. Вот, поэтому вторая палка будет Хайрон до 140. У нас вообще нет проблем. Да, сейчас не будет совсем. Просто нет проблем. Есть один лишний элемент, который неудобно очень отсюда. Слегка осложняет нам жизнь. Короче, ребят, это старт третьего эпизода. Старт третьего эпизода и второго дня. На самом деле, ребят, это просто рыбалка, это то, что мы любим. Чем крут хотспот, тем, что с новыми правилами все может поменяться. Ну, все действительно может измениться в один день. Вот, и в силах каждого экипажа это сделать. Просто взять и переломить ход событий. Мы не знаем, как закончился первый день, потому что все, что мы знаем, это один созвон. Че, быстренько на воду, и это второй день, и вот это все. Хотели разобрать коробки, чтобы было по минимуму. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 коробок. Это минимум, оказывается. И я уверен, что мы чего-нибудь забыли обязательно. Конечно, забыли. Еще одна коробочка. Мы не забыли. Просто нельзя все взять в одни руки. Не, к Палу мы никаких претензий не имеем. Тут написано первый профессиональный турнир, но просто ажурно оторвать не получается. А я не хочу с этим выходить во второй день. Петь, плавнее его тяни. У тебя получилось там все? Ну, он пока не рвется. Тьфу-тьфу-тьфу. Прекрасный 13-й номер уходит в историю и в помойку. Ну что, Ванька встанет пафосно, а я встану просто вот так. И это третий эпизод, и для нас это второй день. Добро пожаловать, Hotspot Pike. Скидываем лодку и на воду. Мы приветствуем вас в третьем эпизоде Hotspot Pike. Это команда Рыбомания. Наш катер сброшен, и через несколько минут мы отчаливаем. Стой! Ага. Смотрите, что будет в этом эпизоде. Запускаем таймер. 8 часов. Старт. Погнали. Всем привет, MF Boats North Silver. Это третий эпизод Hotspot Pike. Прекрасная погода, как ты сказал, арктическая? Арктическая тоска. Именно так. Ребят, 8 часов 13 минут утра. Надеваем на голову все, что можно надеть, потому как холодно. Очень хочется застегнуться просто до носа, но нет такой возможности, потому что все для вас здесь. Микрофон, петличка висит, чтобы вы нас слышали. Да, зима пришла, как всегда. Неожиданно. Старт мы планировали в 8:00 по московскому времени. Как и вчера. Саня, пускай таймер, а я завожусь. Часов 20, запускаем. У нас Все, есть погнали. 8 часов очаровательной рыбалки. Просто восхитительной. Спасибо. 6 секунд уже потерял. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, Ванька, я отчаливаю. Обчаливай. Так, друзья, у нас сейчас на часах 8 часов 5 минут. Я устанавливаю таймер на 8 часов и запускаю. Поехали. Итак, все команды благополучно добрались, а значит, пора стартовать. Меня самого сдувает. Помощь нужна? Мы с подсадкой бултиза и первая рыба. Ну что, измерим красотку? Небольшая, но щука. Магазинчик.
72. Да, 72. Все, отпускаем подружку. Оп, приходи еще. Так, первая рыба, время поимки. Пускай будет 0,8, 40, 72 сантиметра, приманка, мышь, плюс бул тис. Все, от нуля ушли. Нормалек. Погода. Ой, погода. Меняемся. Это тебе? Понял. Да, мне. Спасибо. Она. Она? Да. Ага, красавица. О, первая рыбка в домике. Отличное начало дня для фраповцев. У парней был насыщенный сезон. Победа в Hotspot Zander и феерический триумф в Пале забрали много сил. Этот щучий сезон Павел и Вячеслав играют на морально-волевых. Поэтому давайте поддержим их в комментариях. Сколько? 86? 88. 88. Ну что, включаем педальку. Сегодня тот день, когда можно пользоваться паноптиксом, крутилочками. Никто не вылез. А, не, он шевельнулся. Видишь, вылезал. Вон, смотри, Антох. Идет. Поклевка была. Ушла? Да, развернулась, ушла. Просто еле-еле. Ты дернул, не в попад. Да, ну ты не видел. Я отвернулся. Слушай, вылезла, зараза такая. Волнительный моментик. Фух, есть она тут. Да, значит, на булика реагирует. Может, булика побольше? Да ты не торопись, как бы был же контактик-то. У меня ручки что-то трясутся, я не понимаю, почему. Я что-то тоже сейчас тряханул. Ну, такая адреналиновая история, когда видишь. А, без паноптикса, как я уже говорил, мне нравится больше. Да, такая интересная точка, затопленный плот. Здесь рыбу не видно ни в паноптикс, ни в боковые лучи. Здесь можно только ее спровоцировать, вылезти. Посмотри меня. Я вот ищу тебя, Антон. Вот идешь. Ага. Нормально, отличный горизонт. 24 метра. Бель шуганул. Ну ты сейчас буляк не подводишь. Рыба? Ну, рыба, да. Я думал, ты видишь. Давай, на рядом. Подожди, не спеши. Небольшая. Первая щучка дня. Кстати, пойманная без паноптикса, потому что Стас смотрел за собой. собой. Да, я смотрел за своей щукой, а у Антохи клюнула другая. Ну, как я говорил, один бросает контролируемо, один примерно туда же, но бесконтрольно. Бесконтрольный ты наш. Че, давай, я достану яичко. А еще, ребят, почему я обожаю флюорокарбоновые поводки? За струну, за металлический поводок ты вот так не возьмешься, на руку его не намотаешь. Не, конечно, возьмешься, намотаешь. Просто пальцы упадут в подсак потом. Ну, не особо длинная, да? Ну, такая в форме такая, ну, небольшая, ну... Для... Да, молодая мать. Для начала пойдет. Животик-то полненький. Ну да, кто-то... Подлещик, густерка какая-нибудь. Фиксация. Белая акация, цветы фиксации. А все нормально. 87. Есть 87? 87. Касание есть? Касание есть. Хорошая рыба. Хорошая рыба на мини-медузу с подгрузочкой. Сейчас на самом деле вода холодная, рыбу можно особо не держать, там, да, не реанимировать. Не реанимировать, можно аккуратно класть в воду, она сразу уходит. Пузыречки пошли. Ну что, плотики работают? У нас было буквально полдня на тренировке. Ну как полдня? Ну, половину из полудня мы спускали лодку, да, снимали для вас 2,5 часа. Мы прокатились, не сделали ни единого заброса. Вот, заехали вот в эту локацию, Антон увидел плоты эти на дне, сразу возбудился, говорит, все, мы завтра здесь. Вопросы в зеро. 8,55. Размер рыбы 87. От нуля ушли. Это уже хорошо. Кстати, друзья, чем хороша бульдожья удочка? Вот у меня в руках сейчас спиннинг до 450 грамм. Это Zetrix
Hellhound Bulldog Edition максимальным тестом 450 грамм, самая мощная. Вот это моя любимая инструментина. Вчера на волнах, когда скакали, комель попал под амортизационную стойку кресла. И обычно в таких случаях, ну, удочкам хана. У меня он раздолбало, как вы видите, пену, Эву, побило бланк, но он все еще не сломлен. Есть подозрение, что недавно здесь был Эндрю. Андрей, признавайся, ловил здесь? Алексей, ловил здесь? Андрей, ты можешь и не сказать, Алексей, ну, Лех. Сейчас очень низкий уровень воды, проезжали несколько затопленных кораблей. Ну, я же здесь вообще в этом году первый раз. Ну, как-то стрёмно. Там некоторые части этого корабля, я не помню сколько точно, но там метра 3 до поверхности, 3-4 метра до поверхности не доходили. Сейчас мы мимо них так оп-оп-оп, как бы, но сколько они сейчас не доходят до поверхности, черт их знает, и не хотелось бы узнать. В полной красе все это покажи. И тройник тогда один мощный достань, ладно, вот Лёх? Так вот, да, все готовлю. А где приманка? А вот я не вижу себя. Не знаю, где приманка. Что-то я не понял. А, вон, я далеко кинул за край. А, ты еще и высоко, перебросил 30 метров, да. Ага. Первый заброс. Хороший. Андрей, тебе привет, первый заброс. Посмотрим. Ох ты, красотка. Андрюха, красотка. Я уже здесь. Супер. Вот это начало. Тихо, тихо, катер сейчас проедет спокойно. Зачет? Очень зачет. 92. Вот так вот прислоняем. Да, 93 не будет никак, 92. 92. Отличное вот начало. Первый заброс. Запах щуки. Обожаю. Пошел. Красавица. Ловим на мыша. Вот. И в первом туре на Чебоксарке у нас работала, и здесь работала в Казани в прошлом году, поэтому с нее и начали. Одна поклевка, удар в голову, и поводок надо менять. Мышка-то эксклюзивная? Не, ну она еще оснащена. Леха просто, он как бы, тут все по красоте. Дизайнерский. Тройничок у нее красный, расцветочка у нее какая-то вообще божественная. То есть она на стиле прям, знаешь. Это когда важен каждый элемент называется. Это вот Алексей Никишин. 92 сантиметра мышь. А когда у нас появятся эти расцветки, Лех? Ну, вот сейчас вот как раз работаем над этими. Тут образцы пришли, они уже утверждены. Ну, то есть к следующему сезону? Ну, надеюсь, что да, уже будут. Ну что, размочили? Первая рыба. Супер! Number one. А я сейчас обновляю для Петра поводок. Потому что Петр так и не научился вязать этот узел. Петр умеет вязать этот узел, но у Петра есть одна очень хорошая черта, он чертовски ленив. Вань, а я? Выруби излучение эти. Да, сейчас. Или где? Лучение. Включай. Началось. Все, затравило, ребят. Тебе мыша какого одеть? Этого же? Мыша. Мыша очень хороша. Я хочу посмотреть коротко на реакцию рыбы на мышь. Коротенечко прям. Скоротечненько. Выбрать какую-нибудь близкую рыбку, типа вот этой. Просто одним глазком. А у меня будет поролоновая рыбка. И Ваня будет ловить джигом. Предлагаю произвести начинания некие. Добрые начинания? Добрые. Есть, Петь? А? Есть. Блин, Вань. Че? Я не протестировал мышь. Что делал-то? Знаешь, что приятно? Я первый заброс кинул просто и сразу вымотал. Это не первый заброс, даже суеверие не сработает. Нормальная вроде, Петь. Ваня, она пойдет сейчас под лодку, Вань. Там винт рядом, Вань. Да я понял. Чешешь по винту. Я не могу ее сильно форсировать. Потому что она большая? Ну да. Ваня, у тебя удочка не справляется, Вань. С подлодки вылезла. Петр. Все, есть. Хорошая. Большая. Пока это бигфиш, Вов. Вов, у нас рыба есть, Вов, смотри.
И она где-то 120. Давай аккуратненько так. Возьмем ее вот так. Да. И вывалим всем ребятам. Ну, типа, ребят, вот. Отцепляй, Вань, давай. Да. По процедуре и без вот этой эйфории всей. Сколько? Будет 12? Сейчас, подожди. Вот упер. Клювчик. 12. Да, будет. Есть 12, 12. клюв уперт. Есть касание. Вань, большая рыба получается. Вань, у тебя бигфиш, что ли? Пока да. Петь, я в тебя верю. А чё в меня? Ты мне не даешь мне ловить рыбу опять. Отпускай скорее. Отпускай скорей. Так, поворачиваемся, мадаме. Все, она в порядке. Смотри, она туда же ушла. Неспешная, конечно, мадамос. Вот приманка. Это обыкновенный поролон. Джиговая приманка, но с небольшим нюансом. Ну да, чуть с ассистом. А ты видел, что она висела на нем? На чем? На ассисте, причем. Да, она прям за низ, за краешек спанулась. А клюнула как? Так. Аккуратненько, да? Да. 112. Приманка. Паролятор. Нельзя его так называть. Почему? Он паролятор. Поролон немножко по-другому выглядит. А это паролятор. Приманка родилась именно на этом водоеме. Обычный поролон. Здесь кевларовая нить с стальным сердечником. Здесь тройничок. Да и, собственно, ну, чуть-чуть крупный размер поролона. Сегодня день, когда нам разрешили пользоваться паноптиксом. Поэтому это огонь. Сегодня можно смотреть. Давай, Сережка. Давай, родной. Пожалуйста, ее. Это very nice. Увидели очень хорошую рыбу. И видим пока. Да. Давай, может, угря и... Не знаю, что-нибудь давай пробовать. Спровоцировать ее. Совсем уже почти под нами стало. Не хочешь что-то клевать? Предлагаю гнать дальше. На ту? Ну но да. Рыба здесь есть, блин. Есть, но видишь, она ходит вокруг. Дай что-то заброс. Судя по тому, как она... О, смотри. Видел? Есть! Что-то маленькая клюнула. Вон первая рыба пошла. Не знаю, возьмет, не знаю, нет. Ну это уже точно не возьмет. Чуть, давай, вот тут вот одна еще есть. Давай чуть вот так. Летит? Тыкай. Еще одна вот идет. Второй заброс, вторая рыба пошла. Тоже отвал. Давай чуть левее. Не думаю, что ее настигали. Мне кажется, просто вопрос времени. Да? Ну да, так-то, в принципе, она достаточно активно выбегает. Сейчас приманочку подберем. Сейчас еще равномерчик пройдешься потом над этой всей. Вот сейчас как раз произошел тот момент, про что я вначале рассказывал. Это, несмотря на то, что паноптикс включен, мы им пользуемся, но он не дает гарантии на поимку. То есть мы видим то, что рыба выходит за приманкой, прям идет, преследует до лодки, но, к сожалению, поклевки нету. Поэтому это лишь просто дополнительный контроль и, так сказать, корректировка на точке. Я боюсь, что мы сейчас их с утра настигаем на корягах и прогуляется и... Не, ну это может быть. Нет, мы сейчас в любом случае делать что-то должны. Ну да, но это к тому, что, бля, не слишком ли рано мы поехали. Посмотрим. О, вон там над корягой висела вчера. Где? Вот, идет, вот куст. Да вот это он. нет, это не щука. О, есть рыба. Опа! Первая. Небольшая, но, как и говорили, все отвалилось. Да. Оп. Детеныш. Физичка. Да. Но приятная. Начало есть. 64. Да. А, стоп. А ты ровно это поставь. Да, 64. Все, поехали. Первая. Так, 8.30. Размер рыбы 64 сантиметра. Приманка Мюррес Маус Мини. Первая готова. Будем двигаться дальше. Практически все команды успешно начали второй соревновательный день. X-Baits Верфь
стартовали и вовсе с очень серьезной заявки. Их потрясающая щука однозначно претендует на Big Fish. Я, наверное, дальше кинул. А, вон я иду. Нет? Нет, ты левее. Ты... Вот ты идешь. Идешь шикарно, смотри. Видишь? Да. Все, иди. Иди как шел. Зато у тебя интрига там будет. Не то, что у меня глупая рыбалка, не понимаешь, да? Не, видишь, она под нами выскочила, поэтому можно будет отвалить вот туда и кидать вот туда. Просто я-то встал по памяти, раньше она с того края клевала. Рыба! Нифига какая! Сейчас, секунду. А вот сейчас с того края. Это крупнее. Да, я уже вижу. Не, нормально, вроде отошла от плота. Десятка. Что-то она слишком здоровая. Да, десятка. Тихо, не надо. Вот сейчас. Ну не 10, но 8, наверное. 8 точно есть. 8, да. Второй заброс. Прижал, да? Вот прижал. 96 заходит. А сдвинь хвост. Не, 7 не да будет? Не, 7 не будет, а 96 четко заходит. Начало в огне. 2 заброса, 2 поимки. Ай да рыбомания. Название себя оправдывает. Время дорого, поэтому один ловит, второй записывает что-то. Там все равно это команда. Та же приманка, пока клюет, зачем что-то менять? Так, 96, да? Да. Не сравнивай, тут абсолютно разные волны. Рыба? Да. На выбросе перед нападением даже приманку не увидел. Да, ну бывает, она далеко там становится. Еще фрикцион не забывай, мало ли. Работай с кокпита, не будем пока переходить. Она часто вот здесь вот стоит, и вот там пятак и вниз. Помельчал. Макс, ты где есть-то? Я здесь, что? Че ты переживаешь? Ты что-то там где-то оглянулся, я ее подвел уже. Вот. Что там? Чуть-чуть. 73. Фэт. 6,8. Пока тоже рыба. Условия у нас не самые хорошие. Давай, плыви, расти. Дальше. Нормально клюнуло хоть? Да. Сколько размер? 73. Подходит. Да ладно. Пошла, готовься. Серьезно? И все? Да, как-то не очень хорошо. Не очень хороший расклад. Расклад отстой. Отстой. Сигнал тревоги, согласен? низкое напряжение. Я так это уже видел. Понял. Аж боковой бьет. Блин, уплывает. Прям тебе наплывет, наверное, сейчас. Надеюсь, успею. Да. Не очень хорошо. Не очень. На щуку похоже. Увидела. Видел щука, да. Поближе это сюда. Вторая. Ну, неплохо идем. Шикарно. Сколько времени? Ну, сейчас ловим 2 рыбы. Нормально. Паша, здесь что-то она... Давай, помогу. Очень замоталась. Тихо, красоточка, сейчас. Сейчас мы тебя отпустим маленько. Оба. Идем на укрупнение. Сколько? 89. Понял, так мы долго будем идти к метровой рыбе.
89, да. Неплохой результат. Мы полчаса на воде, да? Да, 25 минут 2 рыбы. Слева вроде бы еще одна лежит, видишь? Небольшая. Будем на количество ведь тоже играть, надо все Конечно. забирать. А? Нам нужны все баллы. А Ой, вот висит. еще одна лежит. Ага. Висит вроде. У тебя есть справа? Слева. Слева, вернее. Есть. У меня есть справа. Давай. По разочку сейчас накинем. Я говорю, сейчас пойдет волна. Да, сейчас равномерочка, сейчас эти направления дам, где покрупнее рыбешка. О, там вот одна вообще хорошая есть. Вдалеке. Короче, вот здесь низинки. Можно вот отсюда начинать, смотри. А, есть рыба. Давай. О, более-менее. Опа. Опа. Все, вторая. Снова отвалилась. Очень пассивная рыба, еле тыкается. Прям вот носиком. Я вот по оборудованию вижу, что там ну просто реакция. Я еле ползком прям. Тюк. Ну, получается потихонечку. Худенькая, но длинненькая. Нормально. Продолжаем. Давай, замер. Тихо. Я держу носик. Хвостик в кучку. О, 74. Да, 74. 74 сантиметра? Или больше? Сколько она была? 74. Все, отлично. Подожди, не торопись, не уматывайся. Не нравится ей что-то? Возьми равномерку, попробуй. Или другой хвост. Там просто немерено лежит. О, вот еще. Да. Может, давай активных мышью? А эти пусть передохнут, потом равномерочку им сунем. Давай, блин, хороший. Вот, смотрите, вот легла рыба. То есть помимо этого здесь раз, два, три, четыре, пятая ползет, шестая. Ну, то есть здесь достаточно много рыбы. Интересная тенденция на воде здесь, на Казанской, происходит. Взять первый день, когда мы были в Сызрани, то есть на равномерную проводку, на большие приманки, щука реагировала значительно лучше, чем на мышь, хотя вся была надежда на мышь. А здесь, наоборот, на Казанской воде уже были пойманы сейчас 2 щучки, еще были разные выходы провожания до лодки на мышь, но решили попробовать равномерку и просто вообще никакой реакции. Так что эксперименты и еще раз эксперименты. Все, обратно переобуваюсь на мышку. Так, ты туда же? Да. Ну, поднимайся. Я еще что-то запросил. Даже еще есть. Ай да Стас. Не крупная. Ну не крупная, но рыба. Ну рыба. А рыбу мы что? Берем подсак. Слушай. На. Крупная, но рыба. На. Рыба. Возюкайся. Это Мёрс Маус с хвостом 10-дюймовым трикетейлом. То есть хвост стоит замененный. Та же приманка, что я ловил на предыдущем водоеме. Вот. Ну и я ни секунды не сомневался, что она принесет результат и здесь. Сейчас будем ее замерять. Вот так вот. Они есть. И она длиной 69. Подожди, до 70 доходит, не пойму. Не доходит. Да, она 79. Ой, 69 сантиметров. Ну, зачет. Сразу же отпускаем. Это зачет. Удобно, когда снег на палубе, можно сразу ручки помыть от щучьей слизи. Мне кажется, как будто надо дальше ехать. Да. Определенный вот плюс, да, по Нопсиксу, что сразу видишь, есть какая-то движуха, нет движухи. Времени меньше теряется на точках. Вот здесь, да, этот загрызок? Какой? Или дальше там было? Бортуля там, глина там. Слушай, я бы на глину время не терял, бы сразу разнежку поехал. Просто можно сделать, но они же тоже рыба хер видно. Что-то из разнежки все валят, смотри. Они, может, с базы только уходят. И многие за судаком же, не забывай. Многие без паноптиксов. Поэтому не переживай по этому поводу. Для меня все соперники плюс-минус одинаково сильны. Они все очень опытные, но здесь вопрос правильности действий. Насколько правильно та или иная команда выбрала водоем именно вот сейчас по ситуации. Все, кто выступает в этом турнире, умеют ловить рыбу и умеют это делать хорошо. И без паноптикса они умели и ловили ее
до его появления. Но с его появлением мы просто видим больше, можем ловить более точечно. Если с точки зрения топа 3 моих просто любимых приманки, которые мне больше нравятся, это губастая от X-Baits, это наш бульдог, 1- и 2-хвостый, и, наверное, сейчас мышь и поролон делят это 3-е место. Можно, конечно, вот так вот и сделать еще. Очень пуглива она, девчоночка. Да. Здоровая, смотри какая. Да, очень хорошая Не меньше рыба. твоей. Есть! Ну, отлично. Вот это вот нижний? Нет, другая выскочила. За хвостик на самом. Все, отцепилась. Молодец. Таких у нас много. Есть в другом месте. Смотрим внимательно. 71. Видно? Нос прижат. Все прижато. 71 сантиметр. Сейчас ловлю прошел, ребят. Сколько в ней? Уходи! Она порвала поролонку, мне это не нравится. Обида, конечно. Маленькая, вредная, кошмар. Да, да. Большие так себя не ведут. Час 11 прошло, у нас 3 рыбы. Это прискорбно. Ну почему? У нас 5, просто 2 как бы помойные. Почему 2? Одна? Одна. А, ну да. Все, поехали. Поехали, все. Все слам, все испортил. Так, ничего не получается. Так не получается. Погнали. Да и пожалуйста. Рыба, да? Че, я думаю, что зацикливаться? Поехали дальше. На ту заскочим мы туда. Сейчас прям на рыб падаешь. Я вижу. Здесь! Подсак, Серег. Я здесь. Хорошая. Ну такая. Оп. Игровая. Ну, начало положено. Начало положено на чебоксарке. О, чебоксарские щуки. Ну Начинают... там нормально, ничего не зацепило. Сейчас мы все аккуратненько извлекли. Извлекли? Уверенные, не хватает чуть-чуть до уверенного. Да сейчас будет. Уверен... Есть. Уверенные, да. 69. 69! Там схватиться не за что. Все, побежала. Что, друг мой, начало положено. Маленькая, но важная. Да, это размер рыбы сколько было? 69. 69? 69 сантиметров приманки. Борьба продолжается. Все участники уже идут без нулей. Лидерство захватили X-Baits вверх. За ними Рыбомания и Фрап. Но развязка еще впереди. Она? Да. И только он мужик плывет, блин. А что делать-то? А что делать-то? Все равно придется доставать ее. Маленькую. Опа! Она красавка. Красавка. Она красавка. Она красавка. Попридержи мышь, ладно, чтобы я не впоролся рукой. Держишь? Давай. У меня уперто. Прошу обратить внимание, вот он заходит, хвостик. 84 сантиметра. Лех, давай отпускать. Здесь даже из-за того, что она просто немножко больная. В зоопарке даже не щелкнул, но мне придется пару раз это сделать. Потому что у нас раз, два, три. Третья рыба. Ну что, великолепное начало. Так бы любой турнир начинался. Это ж просто охренеть. Вот. На первой же точке встали и стало клевать. Ну, классно, супер. Погода офигенная, легкий Щучья. моросящий дождик такой, щучья, да, но настолько легкий, что вот даже можно капюшон скинуть. Легкий ветерок, ну просто великолепно. Я уверен, и Леха, и про себя могу сказать, вообще кайфуем по полной. Рыбалка бомба. Не зря мы мучились, переживали все вот это, что мы сюда доехали все-таки. Здесь очень мелковато, мы здесь вот так вот потихонечку, хорошо, что не на глиссере пошли, идем, но вот
Но здесь уже поглубже. Там прям такой перешеек был неприятный. Но надо все равно потихоньку идти, потому что... Хотелось бы вернуться на финиш. Да. Надо ехать. Если давай пониже, там спустимся, ближе туда. Время 9. Так, 8:58, наверное. 84%. Да. А? Наверное, да. Есть. Небольшая. Клюнула жестко, но мелкая. Куда ложить? Сюда пока ложу. Свечку сделала, зараза. Сейчас я туда, Женя. Женя, уйди. У тебя там рыба-то есть? Да, мелкая. Не становись на жопу, пожалуйста. Да, я специально не поднимаю, чтобы это не замоталось. Жить захочешь. 63. Надо, наверное, валить. Я прям за... А? Я за электромотор прям переживаю. Да, я понимаю. Очень понимаю. Блин, должна быть хорошая, если все-таки рыба. Клюнь, пожалуйста, а. Судак. Да ну нафиг, это такой? Не-не-не, это щука. Очень жалко. Очень жалко. Дай-ка я геку поставлю. Я думаю, 10. Жирный товарищ. Надо догонять такую. Догонять. Увидела. Ага, отлично. Фига, она сдалека заметила. Хорошая. Да ладно. Вот зараза, а. Идет. Но не уверена. Собака. Очень жаль. Да ладно. Вот я сверху прохожу, увидела. Ага, отлично. Мимо. Да ладно. Мимо. Догонит. Есть. Опа, понял, понял. Оп, ну там вообще на количество чисто. Давай. Ну, у нас что-то 5 не закрыто. Сейчас закроем. Готово? О, ну смотри, какая травмированная, жабры Ага. нет. Это не мы, так и было. Интересно, необычное. Необычно. 69. Все, отправляем домой. Ага. Ищем побольше. Красоток. Запишемся. Уа! Пуф. Очень хотела домой. Ой. Что такое весело? Ой. Никак не проснуться. Ползают там они по дну. Провались? А, есть рыба. Это хорошая. Давай. Ой, Бегу. хорошая вообще. Нравится такое. Прям очень хорошая, Вася. Прям Отлично. тер железобетонный, я думаю, был. Давай. Давай. Опа, давай. Опа. Вот это хорошее утро, просто пушка. Современные технологии решают. Давай. Отцепляем, меряем дальше. У нас времени в обрез, нам надо хорошенечко половить сегодня. Очень порадовалась щечка после 2 некрупных, но это прям жахнуло так жахнуло. И сопротивление кайфовое, вообще огонь. А я продолжаю делать свою работу. Потом, когда этот турнир закончится, я поеду к Сане в гости, сядем в его лодку и буду ловить рыбу я. А пока у нас задачи каждый делает свои, продолжаем. Да. Давай, кидай туда пока. О, 87, есть касание? Такая под 5, я думаю. 4,5 точно. Так, третья рыба. Длина. Так, поймали в 9,14. Длина 87 сантиметров. Ну и приманочка, соответственно, та же самая. Двигаемся дальше.
что, плоты нас перестали радовать. Первый плот взбодрил. Правда, рыбу мы там не поймали, был выход хорошей рыбы, 2 поклевки. Дальше вот вы видели, в общем, что поймали. А вот уже мы несколько плотов перебрали, на них даже бель есть. А щучек не видно. Сейчас попробуем еще парочку плотов, пойдем в другую локацию. Благо есть куда пойти. Видишь? Большая. Готов? Шел, Стасик. Первый раз немножко не попали, второй раз уже более адресная подача. Небольшая, это мягко говоря. Ну, вон еще одна. Тоже небольшая, но не будем привередничать. Нам важна любая рыба. Любая рыба хороша. Да, особенно такую. Я прям измеритель. 70 есть. Что есть там, рады? Худенькая, маленькая щучка. Это только начало. 3-я рыбка, сейчас запишем по-быстрому. Жалко, Стас сейчас не доловил еще одну. Ну там такая же была. Мини-медуза, каустекл. Любимая. И мною в том числе. Смотри, у меня там 2 штуки бегают, 3. Давай сразу 3. Мы их так друг за другом склеим. Будет 1,5. А мы и вторую не записали. Вторая была 69 сантиметров. Ага. Рыба. Антон. Я тут. Чем мы перемещаемся на следующую локацию, где у нас должно быть количество. Ну там и качество может быть. И качество. Ребята вообще любят ловить щучеек. Щучище. Мы завели двигатель внутреннего сгорания. ДВС он же, если сокращенно, ДВС. для любителей аббревиатур. Обогащенная топливная смесь поступила Сгорание. в камеры сгорания. После чего свечи ее воспламенили, произошли микровзрывы внутри поршней, даже не взрывы, а воспламенилась обогащенная воздухом топливная смесь. И все начало происходить. Маховик начал свое вращение. И мы начали свое перемещение. Больших видишь, Вань, нет? Слушай, я еще пока не сориентировался с этим прибором. Рыбейку вижу. Размер оценю после того, как что-нибудь достану. Есть, Вань! Да что ж такое? Хорошая? Хорошая. Понимаюсь. Только я упал. Ой-ой-ой. У меня фрикцион не отжат. Слушай. Ой. Слушай. Знаешь, в чем дело? Она была не самой большой, во что я кидал. Но она... Ну, она толстая, судя по всему. Ну, да, толстая. Она блестела-то хорошо. Нет, она не очень блестела. Но она, когда открылась, тогда она мне понравилась. Не-не-не. Это в топ-5. Давай. Да, блин. Это nice фиши для топ-5. Да. Быстро она снялась, слушай. Это хорошо. Она и пошла так, как должна ходить рыба, которая хорошо возьмет. Время поимки 10:25. Слушай, какие 100, Вань? Сколько? Вообще ерунда. Она просто жирная. Сколько, 90? 90 ровно. Пойдем дальше ловить. Ничего, ребят, рыба нас огорчила. Уверен был, что заста. Она жирная, она такая наевшаяся, сусловая щука классическая. Но она всего лишь 90. Девчонка, ты как? А девчонка чувствует себя замечательно. Пошла, молодец какая. Обожаю эти моменты, когда они уходят. Вот эта кровь на руках, она того стоит. Бережное отношение к рыбе, это не ее кровь, это моя. Все стандартно. Поролонка, чебурашечка. Утяжелиться пришлось до 20 грамм. У меня 20-ка, кстати, Вань. 20-ка у тебя? Да. У меня 15. Я 20-ку поставил. А чем мне к ним падать 3 часа? Есть рыба. Антон. Я тут. Я с тобой.
Не крупная, слушай. Не, ну нормально. Давай на сопле, на сопле, на сопле. Есть. Держи, я пошел писать дальше. Так, упор есть. Сколько? Упор лежа принять. 79. 79, да. Опа. Это, кстати, не мини, это мидсайз бортполет. А, это мид? Нет. Мини-медуза, она маленькая такая трехунцовочка. Видим, пока много рыбы. Одну поймали. Идем дальше. Перемещаемся на другую соседнюю корягу. Там, по-моему, надо поднять все. Вот сервис FPS Bot. Идем на кабиннике, 72 км в час. Показывает глубину. Все четко. Вот, по-моему. Хотя нет, мне кажется, что это коряга. Ну вот мне тоже показалось, что это рыба. Да, нет, это коряга. Да? Да. Ну и приманки тоже есть поотрывать на самом деле. Я как тогда прошел. Давай попробуем чуть бочком, чуть-чуть в другую сторону бросить. Чуть рядом. Ага, вот так. И пойти. Что, ты видел, там зашевелилось перед корягой? Вот здесь, да, зашевелилось. Давай еще раз попробуем. Кидай ты. В принципе, так безопасно кидать. Можно проходить. Давай еще разок. Ну что-то шевельнулось, да? Мне же не показалось тоже. Вот, тут зашевелилось, да. Давай вот так. Ну явно рыба. Ну, окей. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Я ее вижу. Видишь? Да. Якорится? Якорись. Знаешь, и бугор. Нихера не бугор, это рыба. Не добросил ты что? А, и тебя просто хватает? Да. Да не, ну это бесполезно, что. Давай фета я суну. М? Фета я суну. Давай фета я сунем. Фет потяжелее. Вот. Хорошая рыба. Вот она. Но, к сожалению, мы сделали все, чтобы ее поймать. Но она не хочет. Не хочет ловить. Все очень хорошо. Что, пошли дальше, Серег? Не будем с ней мучиться дальше. Пойдем. Петр и Иван наращивают обороты. Они лидируют в каждой из номинаций. В прошлом сезоне Hot Spot Pike команда FHM совершила невозможное, выиграв турнир, собрав все баллы второго дня. Неужели нас ждет нечто подобное и в этот раз? Ну, мы сейчас на хорошую точку встаем, вот где, как Андрюха говорит, крупная щука. И она хорошо раньше там реагирует на геку, десятку. Вот сейчас попробуем в 2 геки провести. У кого же хапнет. Вам могло показаться, что команды ловят щук одну за одной, ведь мы показываем самые яркие моменты их рыбалок. Но далеко не каждое решение приводит к поимке. Ну, я думаю, еще пару бросков сделаем, да дальше поедем. Точек много. Мы здесь в этом году не тренировались. Покатаемся, посмотрим, как сместилась рыба, как она тут поживает. Вот чередуем приманки. Леха поменьше поставил, я сейчас мыша поставил. Начали с гека, но он просто сопровождает, но до атаки пока не доходит. Все? Или? Ну, в принципе, поехали, да. Жала такая. Фет он весь на улице у нее. Возможно, надо будет поводок отрезать.
4 руки держи. Морду тоже прижимай. Давай, ты прижимай. Ага, прижал. 72. Вон, прям четко видно. Ужас какой-то. Подержишь? Да. На три кительчика. На три кительчика кину. Там щука. Опа. Ой, мимо. Хорошая. Нормально, Я думаю, да. килограмм 7 15. должна быть. Ну, 15. Может быть 5. Отлично. Правее. Все, веди. Вон ты. Увидел. Не, меньше. Трешечка. Может, четверочка. Да, Трешечка. 7 будет. Ну, казалось больше. Ну, ладно. Хотелось-то побольше. Слышь? Так, замеряем. Тихо, подруга. Оп. Вон так вот. 76. О. Один плавничок достает. И отпускаем эту красотку. Ну, она, в принципе, маленькая, красивенькая. О, пошла. Все, на трикетейл ловим. Там Рыба. хорошая щука. Ты видишь ее, Слав? Да. Сколько? Не знаю. Пока не вижу. Потерял ее только что. Прям по курсу. Вот она. Тут 15 метров. Вот так. Ага, вижу. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Загиб. Так, надо срочно выключить все, чтобы ничего у нас не было слышно. Это или судак, или окунь. Так, сейчас я тебе найду щучку. Есть рыба. Большая. У меня это. Опа. Все. Продолжаем потихонечку двигаться к намеченной цели. Это вообще малышка. Да ну, зачетная? Ну да. Худая, длинная, самое главное. Ну как малышка, извините меня. 74. Есть касание? Есть. 74 ровно. А ты можешь там на дно класть, Леха, а потом смело шарашить ото дна. Там ни зацепов, ничего нету. Ну, чтобы тебе горизонт оптимальный ловить. Лех, как решать будем эту проблему? Андрюха, как-то будем решать. У кого крупнее, тот первый заводит. Да какая разница, мы можем две завести. А потом никогда в жизни это не распутаем. У меня такая шестерка где-то. Нет, у меня маленькая. Может, руками возьмешь ее? Я возьму руками, да. А я свою подсаком возьму. Давай. Так. Слушай, может, ты хорошая, может, как-то это одной рукой не поддержишь подсачек? Да, Лех, слушай, это 7-8. Да, вот это нам сейчас весело придется. А давай ты подержишь, а я второй рукой вот так сделаю. Я держу. Нифига себе! Я ее взял. Четенько. Извини, я тебя еще поймал. Так, братцы, у нас вот такая вот катавасия. Четко. До 71 я не дотяну. Хотя вот 70 сантиметров. Придется быстро идти отпускать и помогать Андрею. Я отцепил свою. Отцепил? Ага. Две рыбы в подсаке не часто бывают. Да. Тем более. Ух ты, отлично. На турнире. Ты красавчик. Сейчас мы ее Ой, меряем. извиняюсь, классная рыба. 99. А что-нибудь сравнивать с хвост смять там? Нет, Андрюх, 99. Чуть-чуть до метра не дошла. Ну ладно. Андрюха, можно дальше мы на рыбалку вернемся? Ну, конечно. Все, отпускаем их и дальше на рыбалку. Смешно, но буду указывать одно и то же время. 10, 23, 10, 20. Ну, хорошо, 2. Так, 70.
сантиметров и 99. У нас есть отличное настроение, отличные приманки, приятные снасти, классный катер. Да все офигенно, чего. Завершаем сезон. Скоро холода. Я буду долго, думаю, вспоминать об этой рыбалке, это уже точно. Все, вот этими двумя рыбами мы закрылись в топ-5 и перелистываем следующую страничку. Сразу 2 рыбы бывает не слишком часто. Не слишком, особенно во время турнира. Да, что уж там говорить. То ли щука такая мощная, то ли хайрон у меня такой зверь. Я вот этот тройник подразогнул сейчас. Просто ты такой мощный. Конечно. Это вход в яму. Ага. Не вход в яму. Я тогда кину далеко. Слушай, ну что, может, в разнежку? Да-да-да, я жду, пока ты это скажешь. Все, друзья, хватит разминаться мелкощуками. Сейчас поменяем полностью локацию. Поедем, там другой характер места совершенно будет. Мы там не были. Да, мы вообще там не были. Проверим. Но наш опыт подсказывает, что в такое время года там должна собраться рыба. И желательно в большом количестве и в хорошем размере. Поедем, посмотрим. Если нет, то прокатимся километров 60-70 в другое место. Сколько метров? 25. Что-то грустное. Да ладно, нормально. Где? Ах ты зараза, а, здоровенная, блин. А, я понял, что ты не взяла. Слушай, Ваня, я, наверное, сменю поролонку. Это уже все. В бой вступает вот такой пролятор. О, мы с тобой вдвоем, что ли, к ним валимся? А ты к ней же кинул? Я дальше кинул, да. Не-не, кидай, кидай. Я вот к этой вальну сейчас. Знаешь, что я сделаю сейчас? Я слаг поставлю. Возможно, ей надо что-то другое. Вот такой флажок. Иксбейтсовский. Я тебе больше скажу. Если не поможет, я сейчас и маленький попробую поставить. Все, сразу. Че? Ну, сразу, издалека. Большая рыба. Ну как, слаг? Средняя. Слаг, да. Я кидал-то вот в эту, она побольше. Проллятором, не проллятором единым, получается? Ну, увидишь. Ты бы место мне какое-то дал. Орион нормально? Ну да. Ну, потому что Орион вообще мега крут. Да, Орион вообще все может. Слушай. Ты посмотри, глубина погружения. Стоять. Давай-ка. Сделаешь? Вот так. Есть, да? Сколько? 70? 73. Спортсмены уже показали класс с самодельными поролонками. Теперь же настало время слага от X-Bait. 73. Сейчас быстренько запишем. 70 сколько она, Вань? 3. Неплохо. Ага, уже побитый. С крючком какая-то беда случилась. Это не перегрыз, похоже, это отвязался. Плохо я его привязал. Это пока прототип. Такой вот слаг, мы на него очень много поймали судаков. И щуки были, ну вот еще одна щука. Кстати, заела она его супер жадно, она съела его полностью. Чтобы поймать заветный трофей, нужно изучать повадки рыбы. Желательно иметь оборудование. Если нет оборудования, надо просто тратить больше времени на это. Подбирать приманки. Искать рыбу с тем оборудованием, которое есть. И ловить, ловить, ловить. И тогда все получится. Но важно изучать ее повадки. Важно изучать все вот эти вот моменты по ее поведению, по температурам воды, по миграциям. Там, если это щука или судак, или любой другой хищник. И тогда все выйдет. Я не понимаю, где ты. Был где-то в коряге. Ладно. Ну вон ты. Да. Уже не в ней. Заброшу и на следующую. Согласен? Согласен. Клевать не? Не будем? А? Клевать не, говорю, не будем. А то что-то выходило? Нет. Что-то шевелилось там. Так, гоним дальше. На текухе совсем тяжело. По факту мы, блин, вообще половину своих точек еще даже не попробовали, да? По факту, да. Как же интересно развиваются события.
Рыбомания совершает рывок и сравнивается с лидерами по количеству поимок, а в номинации топ-5 и вовсе выходят вперед. Операция скальпель, то есть я навожу сейчас, мы будем облавливать корни, то есть вот здесь дерево стоит, и мы падаем строго в корни, из корней уже одна рыба вылетела, сейчас посмотрим, вон еще одна вылазит. Ага. О, есть. Стрелка прям вылетела, давай, хорошенько. Я вижу, мне неудобно. Все, мы закрылись, 5 рыб уже есть. Дальше начинаем работать над количеством и над увеличением длины топ-5 плюс. Это получше, маленечко лучше. Да. Все, Так. держу. 72 есть? 71, да. Она толстая, но короткая. Все, давайте отпускать, я записываю. На легкую палочку вообще другие ощущения, более острые, конечно. А если какая-нибудь сейчас шестерочка прилипнет? А что там у тебя за палочка-то? До 40 Орсенера, до 46 она, по-моему. Да, 12,46. Дай-ка, Лех, вложусь сейчас, ладно? Что, даже вот прям вот так вот, да? Да, что там, вон они вдали стоят. Тут они, настолько далеко еще там стоят, что мы еще будем переставляться в ту сторону. Правда, приманки не вижу. С такой дальности уже. Но это не проблема. Ты мне когда дашь довести приманку? Красавчик. Дальний заброс. Что, рыбка чувствуется хорошая, да? Не, такая трех, наверное. Ну, кайф, круто, я кайфую прям. Треха. Ну, может, 4, ладно. Это нужная треха. Она пошла, я уже ее вижу. Она сопротивляется. Ну! Вот бы я сейчас подзатыльник от кого-то получил. Осторожно. Да ладно, думаешь, укрупнились? Нет. У нас сейчас, я посмотрю, какая самая мелкая. Поехали. О, она длинная, Андрюх. Длинная, ну хорошо. Да. Она длинная. О! Не-не-не, Андрюх. Что-то мы... Да, ну ровно прям 92. И вот здесь вот смотрите, что у меня здесь тоже касание есть, что все четко. Так, 11.03. 92, да, Андрюх? 92, да. Блин, такие коряги. Мы здесь, когда на тренировках были, вот с этого участка, я даже заикариться не успел, что-то направить. Саня просто увидел корягу в паноксе опущенной, шваркнул туда и сразу влупил такую. Там, наверное, под 5, да, рыбка была? Вон она, это щука, Сань. Вот она ползает. Не, ну это понятно. Я тебя уже достаточно близко поставил, давай. Летит. Ах ты, блин. Да? Я ветку задел. Хорошая была поклевка. Эх, хвост откусил, смотри, что сделал. Тут их очень много, мы сейчас их всех пособираем. Подсак наготове. Вот она. Саня, я ее хочу. Давай. 20 метров. Кинь 24. Их тут просто, тут просто смотрите, что происходит. Вот ветка, дерево. А за деревом 1, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, их тут... Ой-ой-ой, вон она пошла, смотри, развернулась. Опять мимо на ветку. Оп, не, норм. Вот сейчас идеально. Идеально. Так, готовимся. Давай, роднульчика. Увидела. Но она не в настроении. Я не зацеплюсь там? Не-не-не, все четко. У меня также мышь с бултизом. Уже У меня П 7,8. Ты 7,8, да, кидаешь? 7,8. Пал 0,3. Уже пошли секретки. Переехали на другое место. Вынуждены были уехать с того места, потому что сильнейший ветер, сильное течение. Просто мотор на грани. И нам просто тупо не хватит батареи. Батарея мощная, но просто условия, дикие. Рыба клевала, уехали, ничего страшного. Поедем по другим местам и поймаем более крупных рыб. Мелковато, рыба подвело размер. Подсел, рыба? Да, подсел, начал выматывать. Не торопись, не трудно.
Она может даже не зачетная, Макс. А? Не зачетная, наверное, даже может быть. Не понял. Может быть не зачетной. Хотя, наверное, где-то так. Зачетный. Да. Такой себе размерчик. Сопливый. 50, Пускай будет 57, не будем выпендриваться, поймаем больше, я уверен. Нагрузка еще выше на мотор. Сейчас чуть-чуть глянем. Мелкая у меня вышла. У меня тоже поклевка такая себе. Тюк. Сейчас переедем в следующее место. Поймали одну маленькую рыбку, к сожалению. Вчера на тренировке здесь делали один заброс, поймали 90 сантиметров рыба была. Сегодня поймали 57. Бывает, что ж. Мы сейчас лазим по таким интимным местам. То есть это наработки авторские. Петру Денисову привет. Мы здесь, когда выступали на одних из соревнований, вот эти все хитрые местечки нашли. И сейчас будем пробивать. Посмотрим, что получится. Интересно, что там у Петра, кстати. Он на каком-то другом водоеме. Ты долго заигрывать-то будешь со мной? Нет, хуже реакция. А Джек? Джик-дрык хуже реакция. Так, я полез за поролоном, Вань. Этот все. Бери его на ней в коробке. А? Мягкой. Потом поролончик. Где те же 20 грамм. Тот же ассистик. Слушай, он, кстати, по конфигурации чуть другой, Вань. Сейчас испробуем. Работает, не работает. Красноголовик. Так, крайний заброс малыша. Такое ощущение, что ей смена, что ли, нравится именно. То есть ставишь, бум, сразу. И выключается. Одно и то же, да? М? Одно и то же, да? Нет, разным. Удивительно то, что разным. А работает, как будто показываешь одно. У них коллективный разум, что ли. Есть! Я уже не помню, какую рыбу снимаю. Хорошая, нет? А? Ну, пойдет для сельской местности. Ну, заброс-то, наверное, не будет ее. А? Эффектного заброса-то ее, наверное, не будет в лодку? Нет, не будет. Я уже которую рыбу снимаю, знаешь откуда? С расстояния 25 плюс. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас, держи ее прямо вот так. Я сразу заберу. Как раз она очень удобно сассистировалась. О, стоп, 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 стоп. она стоп. и ушла. Ты через всех проходишь? С дальника. Четко 72. 72, сейчас запишу. Вот, заходит. Девчонка, давай. Спасибо тебе. Ну, пожалуйста, будь щукой, а? Щука. Щука. Нет, судак. Козел. Судак. Огромный судак. Десятка. Ну, видишь, сразу пришли в рыбное место. Нас извлекут из-под обломков. А? О, дрынчик. Пойду за подсаком. Ой, ну ладно, Хорошо. поклевку сними. Есть. Пойду за подсаком. Казалось больше. Казалось больше. Ну ладно, пойдет. Стой, 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 чтобы она там не травмировалась сильно. Прям мы сразу ее обезвредим. О, придерживай башку. Че, выходит пятая рыба? Все, 84. 84, ага. Можно было бы, конечно, растянуть, но до 85 не дотягиваем. Оп. Хорошая рыба. Мы очень рады и довольны счастливы. А где куда? Еще одна слева есть. Будем собирать или нет? Конечно. Маленькая. Все собираем. Ну где ж вы, щучки? Ну где ж вы, наши щучки? Держишь? Да, в общем, локацию-то нашли классную, рыба есть, но, во-первых, рыба носится, она на месте абсолютно не стоит. Во-вторых, она не реагирует на приманки от слова совсем. То есть она даже не поворачивается, даже не смотрит. Да, можно посмотреть, да, почему. Огромное количество бели здесь, рядом с этой белью. О, щука. Стоят щучки, точнее не стоят, а бегают. Слушай, ну что, ну может локацию все-таки меняем? Здесь она совсем нас не хочет. Давай еще чуть пройдем. Что тут есть лошадки-то.
Поехали отсюда. Ну, блин, здесь можно на эти мультики до бесконечности смотреть. Да. То есть мы уже сколько? 4 хороших рыбы видели. Одна проводила. Не, ну одна прям выстрелила. Реакции 0. Просто вот не то чтобы плохая реакция, ее нет. В общем, у нас 1,5 часа. По плану у нас еще на количество есть пару секторов. А уже вторую половину турнира мы будем пытаться поймать что-то крупное. Так что давайте не будем терять времени. И по традиции кота! Вася! Погнали! Еще один экипаж, который в хотспоте в данный момент принимает участие, Сазанов Котов, находится буквально от нас, ну сколько тут, метров 80, наверное. Так что ловим с ним даже не на одном водоеме, а на одной точке, можно сказать. Надо их зажать немножко. Здесь вот вражеский экипаж пытается прессовать, занимать точку, но нам все равно. Мы эту знаем точку хорошо и с ней поработаем сейчас. Знаем даже лучше точку. Так, одна рыба, Сань, хорошая. Леха будет ловить с динарным хвостом. Я попробую мышь с двойным. Надо экспериментировать. Запасом дал? Ага, молодец. Давай. Бей. Даже не шевелится. Опа. Идет. Готовься. Готовлюсь. Бей. Хорошая. Очень хорошая рыба. Ходит, но не берет. Давай объедем их, они нас поджимают и сверху вниз зайдем. Ага. Че? Быстро. Сверху вниз зайдем. Давай. Ой, снизу вверх. Впервые в истории турнира происходит нечто подобное. Только представьте, не сговариваясь, имея возможность свободного выбора водоемов, команды встречаются не просто на одной воде, а на одной точке. Не, они решили куда-то переехать, наверное. Мотор вытаскивают. Да, совсем уходят из нашей зоны. Или нет. Или за нас заходят. Не, ну они встали, правда, поглубже. Может быть, там у них какая-то свеженькая рыбка будет. Ой, две какие хорошие. Вот одна, вот вторая. Сейчас мы сделаем красиво. Так. Готов? Давай. Блин, очень опасно. Ну, блин, она прям здоровая. Блин, ну там прям вообще цепь. Опасно, мы сейчас да. оторвем мыши вообще. Ладно. Давай других найдем. Давай других искать. Наверное. Есть, я видел. Я видел. Это маленькая. Пофигу. Пофигу. Маленькая, не маленькая, это зачет. Мне интересно размер посмотреть там. Какой тебе Ой, там вообще щепка. Килограммовая. 59. Давай, Андрюха. У нас, в принципе, неплохой топ-5, но его все равно хочется укрупнять. Но и нельзя отказываться от других баллов, потому что я чувствую, борьба-то у нас будет напряженная, судя по первому дню. Там неизвестно, как ребята другие отстрелялись, но, думаю, там баллы так распределились равномерненько. На джерки ловят. На джерки? Ага. Прикольно, молодцы. Ты по проводке все понял? Ну, конечно, вон уже видно. Может, это новая бульдожья секретная Нет, проводка? это... Если они так водят бульдоги, то, я думаю, смеха будет очень много. Да не, ну джерк, видно же. Хорошо, Леха, что ты профи, что ты разбираешься. Ну, на видео мы увидим, что они мыши. Вот они хорошие, смотри. Угу. Давай вот эти держу. В дне лежит вот раз рыба, вот два рыбы. Сейчас посмотрим, вылезут, не вылезут. Но они их постигали, конечно, уже здесь. Но может быть все-таки чудо случится. Предлагаю валить. Да, херня. Нечего тут делать, пускай ловит свою рыбу. У нас еще 30 минут. Здесь мы не будем толкаться, там он, так интересно, экипаж, участвующий в этом же турнире. Но мы им немного подвигали рыбу, теперь поедем свою ловить. Мышонок такой
Такой заблудший, такой осенний, он в норку хочет смотаться. О, четенько. Пацаны, красава. У нас завязывается настоящее сражение. Рыбомания и X-Bait Сверх идут бок о бок. Следующие за ними Frap, MF Boats, Max Fishing и FHM идут достаточно ровно. А вот Росте FPS Boats стоит поднажать, чтобы сохранить шансы на чемпионство после блестящего первого дня. Вот и закончился эпизод номер 3, Hotspot Pike 2023. К сожалению, повторяется история с первым днем. К перерыву у нас 5 рыб. Мы завершаем третий эпизод Hotspot Pike. Команда MF Boats North Silver заканчивает третью серию. Мы вернулись, кстати, на точку, где начали третью серию. На первую свою постановку, где выходила рыба и еле-еле ткнула приманку. Ну, да, ударила же. Блин. Слушай, смотри, а? Темная гекушка, блин. Мы прощаемся с вами в третьем эпизоде Хотспота. Вы видели все прекрасно сами. Рыба Для есть, нас- рыба достаточно много. Для нас минуло 4 часа, и у нас интрига к следующему эпизоду. У нас кончаются приманки. А рыба не кончается. Рыба не кончается, что приятно. И к вечеру она активнее становится, что показали тренировки. В общем, прошла половина второго тура. Обстановка на воде осложнилась не только тем, что рыба ходит, но еще и есть другие спортсмены. Они, возможно, тоже были на подобных местах и двигали рыбу. Так что, наверное, мы будем принимать какие-то решающие меры. Да, здесь еще чуть-чуть побудем, возможно. А далее предлагаю поменять локацию, уехать куда-нибудь в сторону города. И попробовать поймать район Тинькофф и, возможно, даже дальше. И попробуем там доловить щук. Ну что, на этом третий эпизод Hotspot Pike закончен. Он был сложный, снежный, ветреный, интересный, посетили много локаций. Спасибо зрителям, что смотрели. Поймали одну рыбу. Да. Но рыба это не то, что прям можно назвать, но рыба была, да? А мы, друзья, на этой, ну, для нас не самой позитивной ноте, потому что у Андрея была поклевка, мы заканчиваем третий эпизод. Кстати, поклевки были очень хорошие у каждой рыбы, поэтому это дало надежду нам на то, что рыба очень активна. Ну мы не отчаиваемся. Сейчас поймаем щуку, поймаем. Постараемся улучшить наши результаты в четвертом дне. Мы видим, что рыба у нас начала активно клевать. Не совсем активно клюет, но плавает Очень активно. Очень активно клюет. В общем, будем стараться. Болейте, пишите и ждите следующий выпуск. Вот, друзья, спасибо, что смотрите. Пишите комментарии. Впереди 4-й эпизод. Через неделю увидимся там. Это финал. А нас ждут впереди новые точки с толстыми щуками, которые, в отличие от тех, которые вы видели в этой серии, будут настроены клюнуть, а не вот эти вот ползучие. Тебя никто не заставлял, как говорится. Поехали. Не, чё, классно, с первого заброса, со второго заброса поймал. Классно, работают, работают мыши. Вот на гекко только что была поклевка, на Funky Shad 6,9, около стандартных рыбок половили. Используем разные приманки, и это, как мы всегда и говорим, позволяет с одной и той же точки поймать более широкий спектр рыб, потому что каждая рыба настроена, индивидуально. Поэтому мы очень надеемся и очень рассчитываем, что мы улучшим свой результат в топ-5. И чем черт не шутит, Big Fish, возможно, увеличим. Big Fish, вон он, смотри, вон. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Да, вон он сидит. И для вас через неделю вы увидите, поймаем мы эту рыбу или нет. А для нас произойдет буквально через несколько 2 минут. минуты. Да. Смотрите 4-й эпизод. Там будет все интересней. 100%. Но это не точно. Стоим такие, покидываем. Такой черный катер такой выруливает с такой надписью белой Max Fishing. Вот. Но это наши пацаны, хотспотовцы. Да, то есть получилось так, что мы не только на одном водоеме, мы немножко даже на одну территорию вместе делили. Но мы их выдавили. Ну ладно, выдавили. Не, половили с пацанами на одном районе, а они потом по своим делам поехали, а мы пока еще здесь стоим. Ну да. Но на самом деле план у нас имеется, и будем биться до последнего 100%. По-любому. Да, так что давайте. С вами была команда Max Fishing, Василий Сазанов, Александр Котов и по традиции Кота! Вася! Всем пока. Пока. Наша задача найти, уговорить, сфотографировать, измерить, сфотографировать. И мы это обязательно сейчас сделаем.
Вот-вот. Обняли, приподняли. Все, плакали. Hotspot Pike. Все, друзья, пока. Увидимся через неделю. Давай, работаем. Всем спасибо. Паралятор. Счастливо. Паралятор наказывает. И мы тоже. И мы рады, рады, что вы нас смотрите. Спасибо. Наша команда «Рыбомания», щуки, наш оператор. Мы все постарались сделать, чтобы вам этот эпизод показался очень динамичным. Ну, чтобы вы переживали за нас. Спасибо вам большое. И увидимся в 4-м эпизоде. Да? Уже есть догадки, кто станет победителем 2-го сезона и обладателем нового кубка. Самое вкусное мы припасли на финал. И у вас есть уникальная возможность разделить радость вместе с победителем на съемках награждения. 5 апреля. Тюнинг-ателье «Рыбанутый РФ». Все подробности в описании к видео. Увидимся в заключительном 4-м эпизоде Hotspot Pike. Roads and lows, lucky heads on. We went so far, together big fish on. Now we are looking